Всем привет, меня зовут Влад, и на дворе 2026 год. Первое. Второе, второе это мой влог. Хочется, короче, что-то нового, хочется что-то менять в своей жизни. Я хочу, чтобы этот год для меня был максимально плодотворным, чтобы в конце года я мог сказать, что я славно потрудился над собой, над своим контентом, над своими какими-то другими личностными качествами. И мне кажется, что качество контента как будто бы улучшилось, как будто бы стало чуть-чуть получше. Я начал заранее немножко продумывать о том, каким я хочу видеть свет и как я хочу выглядеть в кадре. А, Почему я в шапке, я вам сейчас отвечу одним просто видеороликом, и вы все поймете. Поднимем бокалы по полной за наших лысеющих братьев. Вот. А, Короче, так вот, да, я начал продумывать и немножко просто пользоваться теми ресурсами, что у меня есть. Короче, у меня есть классная камера, у меня есть классные возможности освещать свою комнату как-то прикольно, чтобы это реально выглядело круто. И плюс у меня еще есть интернет. Интернет и есть возможность смотреть видеоролики какие-то обучающие по тому, как вести видеоблог. Блин, я вообще так путано говорю, но я просто хочу, чтобы вам было со мной интересно. Я вам вот что скажу. При желании все, что у вас под рукой, сойдет для того, чтобы делать классный контент. Об этом я подумал вот буквально только сегодня, о том, что у меня есть все для того, чтобы делать реально классный контент. И все вещи, которые могут улучшить качество твоего контента, они все есть на ВБ, и они стоят очень недорого. То есть весь материал, то есть все вот эти вот всякие свет, штучки, трючки, я все покупал на ВБ в течение года. То есть за год можно реально купить себе очень много классных вещей, и чтобы твой контент становился качественнее. Ну ладно, не об этом. Я просто хочу с вами поделиться своим сегодняшним днем. Сегодня я утречком поубирался. Нет, я проснулся где-то в часов 12. Потом начал убирать, делал генеральную уборку квартиры. И сейчас я хочу немножко поработать. Короче, я запустил свой бренд. К сожалению, он пока еще не так сильно стрельнул, и, к сожалению, он еще не такой популярный, но я решил попробовать, что я хочу попробовать начать свой бренд одежды. Возможно, у меня что-то реально получится. И невозможно, а точно получится. Потому что я хочу... И, кстати, я недавно услышал, вы, наверное, ее знаете, есть такая очень известная фраза: «Везет тому, кто везет». И я как-то думал, и думаю, блин, реально, наверное, в нашей жизни не существует какого-то везения или какой-то удачи. Скорее всего, в большинстве случаев наша жизнь, она состоит из нашей дисциплины, трудолюбия, ответственности. И от этого зависит конечный результат. То, насколько ты дисциплинирован, то, насколько ты трудолюбив, то, насколько ты ответственный за то, что ты делаешь, приносит реально какой-то определенный конечный результат. Так вот, я думал, что дело во мне, что я очень супер непривлекательный, супер нехаризматичный, супер какой-то вообще неталантливый, и я просто загонялся потому, что, скорее всего, у меня ничего не получится. Но вот эта фраза, вот эта цитата в начале года, она меня как-то замотивировала, что действительно надо много работать, действительно надо быть упорным и трудолюбивым для того, чтобы достигать огромных высот. И я хочу, чтобы этот год и год для вас, он был плодотворным, чтобы вы очень много работали, чтобы вы много потрудились и достигли классных результатов. Вот. Просто давайте, ребята, вместе будем работать, работать и еще раз работать. Блин, звучит как речь президента. С Новым годом, дорогие друзья! Я еще посмотрел дораму сегодня. Знаете, какую? Она идет по 8 минут, 16 серий. Прикольная дорама, называется в среду 15:30, по-моему, вот так. Все.
Ладно, погнали. И забыл вам сказать, что я сейчас работаю над новой линейкой, так скажем так. Как бы громко это ни звучало, над новой линейкой своей одежды для своего бренда. Вот. К сожалению, у меня нет никаких вообще дизайнерских опытов, у меня нету опыта швейных дел, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я все достигаю путем методом проб и ошибок. Конечно же, у меня есть люди, с которыми я советуюсь, с которыми я общаюсь касательно темы бренда, пошива одежды и так далее и тому подобное, но разработка принтов, разработка, короче, вот идеи, это все из моей головушки. Вот, я все стараюсь придумывать сам, стараюсь что-то креативить. Конечно же, где-то в моментах я подглядываю кого-то, потому что, к сожалению, насмотренность, ее нужно развивать, поэтому я развиваю насмотренность, что-то беру и каким-то чудесным образом переделываю типа под себя. Вот. Надеюсь, вы меня не осудите. Вот, к сожалению, пока так. Потом буду, конечно, придумывать много-много всего своего, потому что у меня идей очень много, но как и все это реализовывается, я пока еще не знаю. То есть мне нужно понять вообще, как, что, где и как работает. Вот. Поэтому вместе с вами будем набираться опыта, как в блогинге, так и в дизайнерстве. Все, короче. Дуристика некая пошла. Что, погнали, будем работать. А сейчас я работаю, кстати, над футболочками. Очень интересным. Я хочу принт какой-нибудь милой азиатки нанести. Я одну нашел, и вот сейчас будем ее что-то куда-то приделывать и что-то с ней придумывать. Вот. Короче, я еще хотел, у меня же сейчас камера DJI Osmo Pocket 3, камера офигенная, но мне почему-то захотелось еще компактнее камеру, и я подумывал себе купить GoPro 13-ю там версию какую-то, и выставил вот эту камеру на продажу. Писало очень много людей, типа, я причем продавал, ну прям, ну по хорошей цене для себя. Вот. И потом в моменте я что-то подумал, блин, наверное, я ее все-таки продавать не буду, потому что в ней сплошные плюсы, реально. И, наверное, хорошо, что я ее не продал, потому что в ней действительно много плюсов. Вот. И я сейчас снимаю на нее. Если вы думаете, нужна вам эта камера или нет, конечно, нужна. Вот, она сплошные плюсы, короче, в ней. Вот, я не профик, но первое, она маленькая. Второе, в ней реально много заряда. То есть мне на целый день, я помню, в Москву ездил, хватало прям с головой. И это при условии, что я не использовал даже батарейку дополнительную. Третье, снимает она реально очень хорошо. Смотрите, какое качество. Прям реально круто. И в ней даже есть размытие заднего фона, чего нету в GoPro 3. То есть я это посмотрел, прочекал, хотя... Может и есть, но минимально. Но здесь прям есть классное, красивое размытие. Поэтому это минимум 3 плюса. И четвертое. Проблема, проблема, из-за которой я хотел ее продать, она частично решилась в том плане, что я уже нашел штуку, которая упростит мне очень сильно работу. Поэтому я ее закажу, куплю и все. Я буду кайфовать. Вот, короче. Как-то так. Конечно же, в ней есть минусы. Эти минусы, возможно, для кого-то несущественные, для кого-то может быть существенные. Лично для меня, так как я человек, который прям очень сильно переживает за всякую такую дорогую технику, мне важно, чтобы все было защищено. Так вот, минус этой камеры в том, что она выглядит достаточно хрупкой. Вот, поэтому ее, конечно же, лучше, во-первых, не ронять,
Во-вторых, всегда хранить в каких-то кейсах, боксах, если вы планируете ее куда-то сложить, потому что она действительно выглядит очень хрупко. Это первый минус. Второй минус этой камеры заключается в том, что она действительно греется. Потому что когда я ее купил, я же читал отзывы сначала, смотрел видосики всякие, обзорчики, вот. И когда я поехал в Москву, я не обнаружил проблемы. Думаю, у меня она не греется. Не знаю, почему у других людей греется, но у меня все ок. Так вот, она действительно греется. Конечно же, это не критично в сравнении с тем же айфоном, который тоже греется, и на нем хоть, яйца жарь просто. Поэтому эта камера тоже греется. Но мне кажется, что она греется из-за того, что когда она греется из-за низкого процента батареи. Возможно, я так думаю. Потому что я это заметил только тогда, когда у меня было 3% аккумулятор. Может быть, она не так сильно греется на самом деле. Но я буду наблюдать за этим. Все? Покасики. Нет, мы смотрим дальше. Куда-то надо вас поставить, потому что, чтобы вам было удобнее смотреть. Над моим умным лицом. Над моим лицом, которое креативит. Я смотрю на... Короче. Кстати, я хочу себе сделать линзы, потому что очки что-то не очень удобно стало. Вот. Я хочу сделать себе линзы. Вообще, я думал над коррекцией зрения, но услышал такую фразу от людей. Мол, обратите внимание, почему врачи, которые ходят в очках, не делают себе коррекцию зрения? Вот и ответ. Вот так вот мне говорят. Поэтому я тоже думаю, что, наверное, все не просто так. Короче, не знаю. Я очень сильно думаю над тем, что надо что-то со зрением делать. Вот. А еще я, наверное, хочу вам показать футболку, которую мы пошили. И еще мы вместе с моими коллегами, подрядчиками пошили штанишки, которые я просто сейчас в режиме теста ношу. Очень классные штаны, мне очень нравится, это мой стилек. Я люблю сейчас модно широкое, длинное, и это широкие и очень длинные штаны. Они мне очень нравятся, очень плотного, хорошего качества, которые, скорее всего, я очень на это надеюсь, не сядут, а не начнут скатываться. Конечно же, по стоимости они будут не очень дешевыми, но зато качественными. Покажу вам футболочку, которая уже продается и которую мы пошили. Вот, смотрим. Я вам сейчас покажу просто. Вот такого формата футболки. Спереди и сзади принт My Ex Loves Me. Вот, конечно же, это формат одного из очень популярных людей. Я немножко типа скопировал и немножко сделал по-своему. Вот. Но уже покупают. Интерес есть у людей. Футболки очень классные. Мне нравятся. Они вот укороченного формата. Я сам ношу. Ладно, на самом деле, возможно, вы подумаете, что я какой-то супер художник, но на деле я вообще не художник. Просто я решил для себя все свои эскизы, все свои идеи, которые у меня появляются насчет одежды, вырисовывать на бумаге. Вот. Поэтому я рисую всякие футболочки, штанишки, чтобы примерно люди, с которыми я работаю, которые занимаются пошивом одежды, примерно понимали, чего я хочу,
к какому результату прийти, как это должно выглядеть. Вот, мы, слава богу, друг друга понимаем, и они делают то, что я прошу. Конечно, бывают всякие разные недочеты, но это такие мелочи, которые решаются на раз-два. Словесно. Вот так вот. Я надеюсь, этот влог реально получится прикольным и интересным. Потому что я реально стараюсь. А еще, кстати, вы можете подумать, почему же я смотрю? А я смотрю вот на экранчик. Я это делаю с целью, чтобы понимать, где какой кадр лучше. Для того, чтобы у меня был опыт снимать видео. Вот, смотрите, еще у меня вот такой вот, такие рисуночки тут красивые, да? Короче, я так заработался, что совсем забыл про то, что пора завершать влог. Я надеюсь, что вы обязательно поставите лайк и подпишитесь на мой YouTube канал. Потому что я верю в силу вашей поддержки такого начинающего блогера, как я. Я верю в то, что все получится, и у меня самые лучшие подписчики. В общем, всем мира, всем добра, любви желаю я. Ну и приятного просмотра. Поддержите, пожалуйста, этот начинающий видеоблог, YouTube канал. Все, всем пока.